更硬。快停手！1号死了，你也得玩完。1号的精神之海就要崩溃了。Хуюйхао должен получить очень мощное кольцо от императрицы Скорпионов. Ледяной шелкопряд убеждал ее согласиться вместе создать бога, и таким образом продолжить жить как его часть. Достигнув 100 тысяч лет, зверь может выбрать повторное совершенствование в качестве человека. Тем не менее, мало кто осмеливается начать все с самого начала. Все потому, что у них нет гарантии, что они смогут прорваться на стадию титулованного всего за 100 лет. Как сказал Ледяной шелкопряд, для зверей стать богом – это просто фантазия. Боевой континент существует уже более 100 миллионов лет, но сколько духовных зверей смогло стать богами? Он сказал Ледяной императрице: «Даже если не я сам стану богом, я все равно смогу следовать за этим богом и буду иметь неограниченную продолжительность жизни. Таким образом, я решил стать разумным духовным кольцом. Я хочу использовать свою силу, чтобы шаг за шагом помочь этому человеку стать богом». Императрица Скорпионов спросила, каков шанс на успех. На что Ледяной шелкопряд ответил, что вместе с ней у них не менее 50% успеха сделать бога с Хуюйхао. Эти слова были очень заманчивы, тем более для Ледяной императрицы, жизнь которой приближалась к своему концу. Если она согласится, Хуюйхао станет могущественным мастером систем контроля и атаки с 2 духами. Неважно, какое духовное умение даст ему императрица Скорпионов, это определенно будет тиранический атакующий навык. В конце концов, она одна из 3 императоров Крайнего Севера. Кроме того, как 400-тысячелетний духовный зверь, она гарантированно даст ему духовную кость. Итак, немного подумав, Ледяная императрица Скорпионов согласилась на план шелкопряда. Она высвободила свое духовное происхождение и слилась с Хуюйхао. Теперь в его духовном море было полно народа, помимо его самого. Ледяной шелкопряд, императрица Скорпионов и серый старик – было достаточно людей, чтобы установить стол для маджонга в его духовном море. Конечно, Хуюйхао не мог со своей нынешней силой поглотить 400-тысячелетнее кольцо. Даже 10-тысячелетнее кольцо было слишком мощным для него. Поэтому шелкопряд и ледяная императрица должны действовать сообща, чтобы помочь поглотить это кольцо. У Хуюйхао основой для 2-го духа – атрибут льда. В настоящее время его 2-му духу требуется главное духовное кольцо. Или, чтобы выразиться точнее, ему требуется другое разумное духовное кольцо, подобное ледяному шелкопряду. Можно сказать, что в данный момент его способности ледяного атрибута пусты, поэтому ему нужно слиться с ледяной императрицей Скорпиона. Она станет 1-м кольцом и самим 2-м духом Хуюйхао. Как же происходил процесс слияния? Поскольку тело Хуюйхао довольно слабое, сначала нужно укрепить его. Таким образом, ледяная императрица в первую очередь перенесла свою духовную кость, потом свой дух, а духовное кольцо в самом конце. Все потому, что ее духовная сила чрезвычайно тиранична. И даже если она сдержит ее и запечатает, часть ее скорее всего просочится. Хуюйхао не сможет противостоять ей в этом случае. Ледяная императрица дала Хуюйхао кость туловища, а точнее позвоночника. Эта 400-тысячелетняя кость заменила весь позвоночник, ребра и грудину. И весь скелет Хуюйхао будет заменен. Этот процесс был долгим и болезненным. Хотя ледяная императрица дала ему только 1 духовную кость, эта кость уже была эквивалентна кости туловища и 2 дополнительным духовным костям. Его умение определенно будет обладать несравненно большим количеством силы. Кроме того, 100-тысячелетнее духовное кольцо и духовная кость вместе дадут ему по 2 духовных навыка. Ледяная императрица взмахнула хвостом и вонзила кончик прямо в хребет Хуюйхао. В трейлере видно, насколько страдает Хуюйхао. Первым местом, в которое попадал нефритово-зеленый свет, естественно, был его позвоночник. После этого растворившийся нефритовый свет медленно продвигался вверх, в результате чего ребра Хуюйхао превратились в ветви зеленого света. Страшная, мучительная боль в теле Хуюйхао ощущалась везде. Он делал все, чтобы вынести это. Будущие эффекты этой кости значительно превзойдут другие духовные кости Хуюйхао. Она принесет огромную пользу его будущему росту. У ледяной императрицы была благородная родословная. Таким образом, потенциал Хуюйхао достигнет невероятной степени. Благодаря этому произошла трансформация мышц, костей и внутренних органов Хуюйхао. Его плечи заметно расширились, и он немного подрос. Хотя он не получил никаких духовных костей конечностей или кости черепа, тело Хуюйхао было полностью укреплено. Его слияние с духовной костью завершилось. Самые важные основы были заложены. Теперь он стал полноправным супергением, у которого была духовная кость туловища номер 1 в мире. А далее его ждет пробуждение 2-го духа. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, насколько мощная будет кость туловища Хуюйхао. Подписывайтесь на канал и всем пока.